Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. В этом видео я хочу показать, что настоящего не существует. Все уже было в прошлом, и нас просто какая-то сила пускает по кругу, позволяет человечеству взлететь до определенных технологий и снова опускает нас на уровень каменного века. Например, слева перед вами доктор Фаучи, который в 1918 году агитировал вакцинироваться от вируса испанки. Справа 2020 год. Опять главный врач США доктор Фаучи агитирует нас вакцинироваться от ковида. То есть постоянно присутствует ощущение, как на этой картинке, что некие силы пускают человечество по кругу, не дают ему развиваться, а дают какой-то определенный небольшой процесс развития, деградация. И чтобы разорвать этот порочный круг, нам и нужно понять то, что происходило в прошлом, потому что прошлое это и есть наше сегодняшнее настоящее. Не зря Будде приписывают выражение: тот, кто не понял свое прошлое, вынужден переживать его снова и снова. Так давайте же поймем наше прошлое. Дело в том, что многие исследователи современности обращают внимание, что основные эмодзи нашего времени, а их примерно 72, почему-то совпадают с сигилами. То есть это термин древний, означающий печать. Он присутствует в книгах Малого ключа Соломона. И там приведены печати 72 сигилов демонов ада. Согласно древним источникам, сигил или сигилла — это символ, обладающий магической силой. И как раз они представлены в древних магических книгах, и повторяю, их основных 72. В современном мире исследователи подчеркивают, что они трансформировались в эмодзи. Хотя если посмотреть в еще более глубокую древность, смайлики были изначально. Их отправляли друг другу, только в виде камней. То же самое мы видим у древних римлян. Они отмечали Сатурналии, этот праздник сбора урожая, потому что Сатурн был почитаем как бог плодородия. Его имя происходит от латинского satus, то есть посев. И вот этот праздник сбора урожая был объединен с празднованием Нового года. Важной частью праздника было дарение подарков. И самыми популярными недорогим видом подарков были свечи, а также сигилы, то есть уже объемные глиняные фигурки в виде людей, животных, птиц, то есть те же самые эмодзи нашего времени. И, кстати, подарки получали на этот праздник только мужчины и дети. И желательно, чтобы подарки были недорогими. А вот женщин поздравляли в праздник Мартанали, весной. То есть, что мы видим? То же самое празднование Нового года, как у нас. И тот же самый праздник марта, как праздник женщин. И это все было еще 2000 лет тому назад. И опять же используются сигилы, различные фигурки уже объемные, как символы, как эмодзи нашего времени, которые передаются физически. Ничего сверхъестественно в том, что образы героев мультфильмов, сериалов, книг берутся из настоящих живых людей из прошлого. Например, справа старший кочегар с британского линкора Родни. Он и послужил, например, прототипом для образа главного персонажа мультфильма «Моряк Папай». Если бы мы говорили просто про безобидных персонажей, но опять же через мультфильмы, фильмы внедряются те образы, которые в итоге должны быть для нас нормальными в каком-то будущем. Слева перед вами уже разработанная нашего времени будка для самоубийств. Кстати, применение ее вроде бы как одобрила уже Канада и Швейцария, либо рассматривает, либо уже одобрила применение подобных будок самоубийц. Но внедрялись они еще из рассказов «Спасителя репутации» 1895 года. То же самое мы видим в мультфильме «Футурама», который вышел в 1999 году, где будка для самоубийств — это все легко и просто, за копейки. Каждый желающий может это сделать. Да, это художественные образы, которые со временем планируют внести в нашу жизнь. Для начала как добровольное, а потом как обязательное для тех, кто не подходит для общества. И все это делают товарищи, как вы знаете, сатанисты. Они же внедряют все эти негативные образы в нашу жизнь для того, чтобы их реализовать, чтобы общество с этим согласилось. Почему нам и надо это понять. А многим рекомендую посмотреть
сериал «Игра смерти». Там очень хорошо показано, почему самоубийство это тягчайший грех любых времен. Очень рекомендую, там подробно это все разложили, показали последствия этих событий, и как нелегко или практически невозможно это отработать. Но продолжаем, потому что подобных образов в наше время, которые внедряют детям, множество. Слева, например, картинка из рукописной книги 13 века, псалтыри Ротленда, а справа Чебурашка, который вроде бы придумал Эдуард Успенский в 1966 году. Как видите, они полностью похожи, и это не случайно, причем, как вы знаете, как бы друг Чебурашки рептилия, разумная, то есть крокодил Гена. Ну, на самом деле не они их придумали, а эти существа были известны изначально. Назывались они панотии, человекоподобные существа, имеющие невероятно большие уши, которые могут закрыть все тело. Древнеримский ученый Плиний Старший описывал их в своей естественной истории, и местом их проживания указывал Скифию. Ну и в других местах они как бы описывались. Они могли защищаться от жары своими ушами, от холода и использовать их вместо одежды. Причем были очень сильными. Могли в одиночку вырвать дерево с корнями. То есть многие об этом писали, есть множество картин. Ну и в наше время снова внедрили этот образ. Причем уже в 21 веке Чебурашка провели ему ребрендинг и получился Лабубу. И кто же такой Лабубу? Вроде бы он как бы эльф-девочка, но при этом он и его друзья это монстры. То есть идет подмена понятий. Если зло это добро, это положительные персонажи, значит все доброе это зло. То есть извращенцы, они же сатанисты, ничего не могут придумать, зато могут извратить. Опять же, есть много информации в нашем мире, которые говорят, что автор этого Лабубу придумал как бы вместилище для злых духов. И что подобные ушки у этих монстров это просто заменители рогов фактически. Ну или ребрендинг Чебурашки. Насколько это правда или нет, решать вам. Я просто делюсь информацией, потому что, повторяю, Чебурашка, он спутник разумной рептилии. Но плюшевые игрушки, опять же, известны чуть ли не изначально. То есть перед вами слева плюшевый лебедь возрастом 2500 лет, да, которого нашли в скифском кургане. То есть в 1949 году при раскопках 5-го Пазырыкского кургана нашли эту плюшевую игрушку, возраст которой 2500 лет. Но если у вас в доме еще остался ковер, тоже можете поблагодарить скифов, потому что это тот же самый пазырыкский ковер из того же кургана, и показывает, что подобные технологии как раз были знакомы нам изначально, ну, мы их и перенесли в наши современные города. И не только это, например, слева девушки в бикини из виллы Романа дель Козели на Сицилии, то есть там более древний геометрический узор, как бы есть мозаика, где видны девушки в бикини. Хотя нам говорят, что впервые в наше время бикини появилась 5 июля 1946 года. Это был какой-то супер вызывающий купальник, ну со временем, благодаря знаменитостям, его внедрили в массы. А фактически мы видим эти же бикини в 4 веке нашей эры. То есть все постоянно повторяется, внедряются одни и те же образы, и мы снова начинаем их применять. При том, что женщины самый лучший тоже способ внедрения, они всегда хотели быть красивыми, похожими на каких-то знаменитостей. Вот слева перед вами как бы тени, которым 4600 лет, а с правой стороны румяна, которым 2000 лет. И как вы видите, и примерно 5000 лет назад и 2000 лет назад используются всякие ракушки для того, чтобы это хранить, сберегать, использовать. То есть примерно одно и то же повторяется и в наше время. Но в том числе парики использовались с древнейших времен. То есть слева парик, который был найден в Древнем Египте. Его носили примерно 3500 лет тому назад. Хотя использование париков известно в Древнем Египте, Ассирии, Вавилоне, Шумере, то есть и во многих других царствах. Ну и в наше время парики снова вошли в моду. Хотя многие исследователи обращают внимание, что и парики, и всякая косметика, она нужна тем существам, которые не похожи на людей, чтобы хоть как-то замаскироваться.
Ну и со временем при генетическом слиянии постоянно быть более человекоподобными. Ну, например, скрывать те же вытянутые черепа. Опять же, для этого и нужна косметика, чтобы скрывать свою истинную личину. Ну, а в итоге, постоянно внедряясь, соединяясь с человеческой ДНК, становиться все более и более похожими на человека, а потом пускать человечество по кругу этих проблем, занимая руководящие должности. Вот и весь секрет. В 20 веке люди решили проверить тест на беременность древнеегипетский, который был описан за 1300 лет до нашей эры. И оказалось, что он эффективен в 70% случаев. То есть женщины всех времен хотели знать одно и то же, ну и использовали доступные материалы. То есть фактически первый тест на беременность был изобретен как минимум 3300 лет тому назад. Ну а где же все это купить? Ну, конечно, в наше время вы пойдете в супермаркет. Считается, что они открыты в 20 веке. В Америке там появились первые супермаркеты. Но на самом деле это не совсем так. То есть первый торговый центр был построен римлянами в начале 2 века. На форуме Трояна он имел 5 этажей. В нем помещалось 150 магазинов с разными продуктами, одеждой. Были открыты кафе с разных сторон этого торгового центра. То есть все постоянно повторяется. И то, что вы считаете настоящим, оно уже было. Человечество все время пускает по этому порочному кругу. То же самое можно сказать про свинью-копилку. Вот перед вами различные образы свиньи-копилки. Справа как в нашей современности, ну а слева она из Индонезии 15 века. Хотя самые ранние ее прародители находят еще в 12 веке. И подобные же копилки находят и в Германии, и в других как бы культурах. То есть человечество в принципе не меняется. Как только появились деньги, так и появилась снова необходимость их где-то хранить, собирать. То же самое можно сказать про изделия из кости. То есть самые, например, древние очки, которые нам известны, им 4000 лет. Они изделия из кости различных животных. И в наше время эти же изделия повторили, просто добавили как бы линзы. Вот и вся история солнцезащитных очков, которые в наше время, в нашей цивилизации начинают внедряться в 18 веке, пока не начинается известное нам производство массовое в 20 веке. То же самое можно сказать про коньки. То есть известно прекрасно, что викинги использовали эти коньки. То есть коньки мы знаем на протяжении 5000 лет. Ну и снова современная как бы металлическая конструкция уже не на основе как бы костей животных, а на основе металла появляется в 14-15 веках. Ну, как бы считается, что Петр I в 17 веке привез их из Голландии в Россию. И улучшил конструкцию тем, что прибили их к обуви. Раньше они как бы привязывались, приматывались. Но сам факт, одни и те же в принципе технологии при доступных материалах использовались тысячелетия. То есть человечество не меняется. То же самое можно сказать про зубные протезы. Это как бы не дань нашему времени. Известно они со времен Древнего Рима. И дожили до 19 века нашего времени, когда потом их просто сделали более функциональными, более технологичными. Ну и стоят, конечно, они теперь как пароход. Но повторение мать учения, опять же, я вам это все показал, чтобы вы поняли, что мы смотрели и в других видео забытые технологии, и мы видим, что постоянно все внедряется в наше время, то, что уже было. Все ссылки на использованные материалы, как всегда, в описании под видео. Переходите, посмотрите. Ну и поймите, что выход из этого порочного круга только понимать забытое прошлое, брать из него самое лучшее и не повторять ошибок этого прошлого, которые привели к самоликвидации цивилизации. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон.
Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи, и один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.